Добрый день, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Все, кто путешествует вместе со мной, присоединяйтесь. Меня зовут Светлана, и сегодня мы с вами проведем экскурсию в интереснейший город Реймс. Реймс часто называют городом коронаций или городом королей. И сегодня я расскажу вам немножко истории этого города, а также остановлюсь на истории прекраснейшего Реймского собора. В начале видеорассказа вы видели Реймский вокзал, а сейчас вы наблюдаете его издали. В Реймс я приехала ранним утром, так что работники кафе только лишь готовились к открытию и к приему многочисленных посетителей, так как день был воскресный. Меня же интересовали достопримечательности, которые я без труда нашла в течение нескольких минут. И первое, что мне встретилось на моем пути, это статуя Золотого Ангела. Горожане не просто так установили статую ангела в центре города. Дело в том, что город очень сильно пострадал в период Первой мировой войны. Он был разрушен более чем на 60%, и в нем осталось всего 1500 человек. В октябре 1915 года в результате газовой атаки ядовитое облако дошло до города и вызвало отравление горожан. Поэтому Реймс называли еще и мученическим городом. На данный момент Реймс – это современный французский город, который славится своим историческим наследием. А еще Реймс – это город, в котором производят игристое шампанское, рецепт которого был открыт еще в средние века. Нужно добавить, что свое название город получил от племени Реми, но во времена Римской империи город назывался Дуракуртер. Изюминкой города, бесспорно, является Реймский собор, к которому мы сейчас с вами и приближаемся. Этот прекрасный величественный собор, которым восхищаются миллионы туристов, строился на протяжении многих веков. Однако, по историческим данным, на этом месте когда-то была церковь, где крестили короля франков Хлодвига I. Именно после этого помазания все короли Франции короновались именно в Реймсе. Существует легенда, что в момент крещения первого короля с небес спустился ангел в образе голубя, державший в клюве стекляницу с елеем. Благодаря именно этой легенде коронация в Реймсе стала традицией. Фасады готического Реймского собора богато украшены статуями. В общей сложности собор украшен 2303 статуями. Особое место занимают ангелы, один из которых наиболее известен как улыбающийся ангел. Он создан еще в XIII веке и примечателен тем, что это один из первых изображений улыбки в скульптуре. В период Первой мировой войны, после попадания немецкого снаряда в собор, улыбающийся ангел серьезно пострадал. Это вызвало волну негодования у мировой общественности, и после этого улыбающийся ангел стал символом не только Реймского собора, но и города в целом. Интересна также история реставрации головы улыбающегося ангела. Скульптор Реми Аво создал тщательнейшим образом новую голову буквально из обломков в 1926 году. Мне посчастливилось побывать в Реймском соборе во время воскресного богослужения, поэтому в храме было довольно много народа. Реймский собор поражает своей грандиозностью и масштабностью. Так как он использовался для коронаций, его центральный неф имеет длину 149 метров, общая площадь самого здания 6650 метров квадратных, высота башен
81 метр. Также в храме присутствует целая галерея уникальных витражей, сделанных с XIII по XXI век. Однако старинные витражи сохранились лишь частично. Из оригинальных витражей XIII века подлинной можно считать лишь так называемую «большую розу» западного фасада. В ее центре сцена Успения Богородицы, а на лепестках изображены 12 апостолов. Что же касается коронаций, то на протяжении более 10 столетий в соборе короновались практически все короли Франции, начиная с Людовика I и заканчивая Карлом X в 1825 году. И лишь единственный монарх Генрих IV не был коронован в Реймском соборе. И еще одна интересная деталь о коронации. По одной из исторических версий, младшая дочь Ярослава Мудрого Анна, которая стала королевой Франции, передала храму старославянское Евангелие, на котором принимали присягу будущие короли. И, конечно же, самым знаменательным в истории коронаций стало коронование Карла VII в 1429 году с участием Жанны д'Арк. В честь этой знаменательной даты каждый год возле Реймского собора проходит фестиваль. Видео об этом мероприятии вы можете найти на моем канале. И еще несколько интересных фактов о соборе. В соборе можно увидеть так называемые капеллы. Они посвящены Иоанну Богослову, Иосифу, Святому Причастию, Сердцу Христову, Жанне д'Арк и Пресвятой Богородице. В капелле, посвященной Жанне д'Арк, стоит скульптура самой Жанны в доспехах и накидке с геральдическими лилиями, которую позволительно носить лишь королевским особам. В противоположной капелле стоит статуя Девы Марии, которой посвящен весь Реймский собор. Что же еще можно посмотреть в Реймсе, кроме Реймского собора? Совсем рядом с собором находится дворец Тау, где останавливались короли перед коронацией. Также недалеко от собора библиотека Карнеги и арка Марса. А еще интересно для просмотра базилика Святого Ремигия, музей Сан-Реми и автомобильный музей Реймса. Сам же город мне показался довольно современным, возможно потому, что большая его часть была отстроена уже после Первой мировой войны, и старинных зданий сохранилось немного. На этом заканчиваем наше интересное путешествие. Не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, делиться видео со своими друзьями и знакомыми, а также буду благодарна вам за лайки и комментарии под моим видео. До новых встреч! С вами была Светлана.